Рассчитайте предельную высоту кирпичной постройки, если давление для кирпичной кладки не должно превышать 1036 килопаскалей, а плотность кирпича 1800 кг на метр кубический. Итак, известно о том, что предельное давление, напишем P максимальное, должно быть 1036 килопаскалей. Плотность кирпича равна 1800 кг на метр кубический. Надо рассчитать предельную высоту подстройки. Давление, которое мы знаем, равно сила, деленная на площадь. В данном случае сила – это не что иное, как масса всей кирпичной стенки. Мы можем записать таким образом, что F равно масса кирпичной стенки умножить на G. Ну а масса с чего состоит? Будет равно объем умножить на плотность кирпича. Распишем уже из одного объем равно площадь основания умножить на высоту. Вот это объем. Но масса тогда будет площадь на высоту и на плотность. Так запишем. Масса равна площадь на высоту на ρk и умножить. Тогда сила еще умножить на G. Переписываем. Давление, предельное давление, вот это P максимальное, напишем, будет равна не что иное, как массу подставляем сначала. S умножить на высоту, умножить на K, умножить на G. И делить на площадь. Получается, площадь здесь сократилась. Мы получили H умножить на ρk и умножить на G. G берем здесь стандартное 9,8 метра на секунду в квадрате. Отсюда можно найти H. H будет равно, естественно, P максимально делить на ρg. Теперь можно подставлять значения, те, которые есть. Это 1036 килопаскалей делить на 1800 килограмм на метр кубический и на G на 9,8 метров за секунду в квадрате. Мы должны здесь получить высоту, значит, мы должны получить значение либо в метрах, сантиметрах. Но что касается длины. Значит, нам нужно перевести килопаскаль. 1 паскаль равен 1 ньютон делить на метр квадрат. Переведем числитель. H равно 1036 на 10 в третьей паскалей. А теперь пишем вместо паскаля его значение. Ньютон и метр квадратный. Давайте сразу сбросим его знаменатель. Вот сюда запишем. Вместо паскалей, которые здесь должно было быть записано, пишем ньютон на метр квадратный. Разобрались вот с числителем. Теперь давайте со знаменателем. 1800 килограмм на метр кубический на 9,8 метров на секунду в квадрате. Теперь посмотрите. Здесь килограмм на метр на секунду в квадрате. Вот это значение дает ньютоны. А теперь сократим метр квадратный и метр кубический. Метр квадратный мы сократим, куб сократим, здесь останется 1 метр. Здесь получается ньютон делить на ньютон. А метр можно запустить в числитель. Итак, будет 1036 на 10 третий ньютона. Здесь снизу будет 1800 умножить на 9,8 ньютон. Вот это ньютоны. А метры, которые находятся в знаменателе, уйдут в числитель. Умножить на ньютоны сократились, мы получаем значение в метрах. 1036 на 10 третий разделить 1800 на 9,8 метров. И мы получаем 0,0587 на 10 в третий метров. Либо семерочка здесь. Либо равно 58,7 метра. H будет равно 58,7 метра. Для того, чтобы посчитать, это сократилось. Получается давление, которое перевели килопаскали в паскали, затем паскали в ньютон на метр квадратный и получили вот это значение. H равно 58,7 метра.